Всем привет, ребят! Сегодня мы с вами поговорим про то, что такое 5D. Посмотрим также, что такое и 4D. Еще раз вспомним основные принципы этих дополнительных параметров в строительстве и в проектировании. А также посмотрим, как это работает вообще в строительном процессе. Расскажет нам об этом Сергей, специалист в Plan Control процесса, который проработал уже на более чем 30 проектах. Занимался и координацией, и 5D проектами, и 4D проектами. Привет, Сергей. Привет, Игорь. Как дела? Хорошо. Итак, расскажи же нам, что же такое 4D, что такое 5D, с чего вообще стоит начать? Да, начнем, наверное, с того, что переход от проектирования на бумаге к CAD, так и переход от CAD к BIM-технологиям открывает новые возможности при создании проекта, по сути. Такими возможностями является добавление 4D и 5D измерений в наши проекты. Итак, разберемся для начала, что такое 4D и 5D в целом. 4D – это синхронизация модели с календарными графиками, что позволяет отслеживать темпы строительства и их соответствие плану. По сути, специалисты могут моделировать запланированные последовательности строительных работ, и в процессе чего будут выявлены пространственно-временные несостыковки, проблемы с цепочками поставок и многое другое, и также могут быть продуманы варианты решения данных проблем. Вот. 5D – это планирование стоимости строительства, которое учитывает изменения в проекте, которые приводят к увеличению или уменьшению объемов проекта, что в свою очередь влечет за собой повышение затрат на строительство в проекте. То есть, правильно я понимаю, 4D – это работа с графиком, управление строительными процессами, а 5D – это работа со сметой, то есть управление стоимостью проекта. Да, если резюмировать, все именно так и будет. Вот. Так, если пойдем дальше, как это работает, как команды между собой вообще взаимодействуют. Команда архитектора или дизайн-команда передает объемы планово-техническому отделу для обработки данных. Аналогичная система очень сложных взаимодействий работает также с сметчиком. Команды сметчика и планово-технического отдела при получении проекта проводят расчеты и некоторые манипуляции, выдавая как итог смету и календарно-сетевой график. По сути, сложив вместе имеющиеся документы, мы получаем 2D или 3D проект, 4D, что подразумевает собой календарно-сетевой график в связи с нашим проектом, либо же смету, что подразумевает пятое измерение, либо же смету в связке с проектом. Все вместе это дает нам скоординированный между собой проект без каких-либо значительных огрехов, да, для заказчика. Сергей, скажи, пожалуйста, а в какой момент вообще необходимо делать 4 и 5D в процессе строительного проекта? В целом, работы с 4 и 5D начинаются еще во время эскизного проектирования и продолжается все во время разработки проекта. Это делается для того, чтобы заказчик проекта понимал примерную стоимость проекта, а также длительность проекта. Естественно, что с проработкой, детализацией модели и чертежей стоимость и календарно-сетевые графики могут меняться, но примерные значения определить можно. Отталкиваясь от этого, заказчик либо архитектор может регулировать объемы проекта на ранних этапах проектирования, что заранее решает многие проблемы с распределениями финансов и тому подобное. К этому моменту на проектах работает уже очень много людей, очень много проектов, моделей, узлов и деталей. Как между собой вообще все это связать? Это все связывается едиными кодировками. Кодировка может зависеть от непосредственно компании, которая выполняет данный заказ.
Как правило, дробление идет по зданиям, если их несколько, по этажам, по отдельным узлам, скажем так. То есть это все заранее обсуждается и обговаривается. Как правило, кодируется все по элементам, поскольку так намного проще посчитать количество, погонные метры, их объемы, и проще выводить это все дальше в сметы и календарно-сетевые графики. Также удобно это все после контролировать, то есть этапы заливки, этапы монтажа и так далее. То есть еще вообще при создании проекта, да, когда он еще идет на стадии эскиза, мы уже должны разработать какую-то кодировку, к которой мы должны стремиться. То есть запроектировали мы, например, перекрытие второго этажа, добавили туда узлы, детали, колонны, да, ну то есть все элементы необходимые. И каждый элемент должен содержать в себе уже заранее придуманный код, правильно? Внесенный, согласованный между всеми участниками проекта. Да, в целом желательно для того, чтобы была удобная работа, это должно быть сделано еще на этапе предпроектной подготовки, чтобы на этапе эскизного проектирования сразу закладывать код. То есть это экономит как время, так и средства. А насколько должен быть глубокий код? Ну, чем глубже код, тем более детально и проработано будет конечный результат, скажем так. То есть, тем более скоординированной будет работа. Предположим, если мы возьмем ряд колонн бетонных с первого этажа, предположим, там до 16-го, да, стандартное какое-нибудь офисное здание, то чем детальнее мы пропишем каждую колонну, чем детальнее, ну, понятное дело, что для нижних этажей и для верхних этажей будет использовано разное армирование, разное количество бетона, то есть колонна будет изменяться. Если мы пропишем по каждому этажу данную колонну, будет более точный и корректный результат. Итак, давайте сравним основные схемы расчета, разделенные на общие укрупненные фазы, которые используют при работе с 2D и с 4 и 5D моделями. Сейчас рассмотрим блок-схему того, как проходит процесс формирования документации на основе плоских чертежей. В целом процесс можно поделить на 4 этапа. В самом начале команда сметчика получает 2D чертежи, после чего они начинают их обрабатывать, получая объемы. Как правило, сроки горят, нужно сделать все как можно быстрее, за счет этого может страдать качество. То есть кто-то немного округлил объем, кто-то немного изменил параметры, ну, в общем, стандартные проблемы, которые могут возникать при ручном объеме. Вот. Все мы когда-то куда-то опаздывали, торопились и понимаем, как это работает и как округлять и изменять значения. Далее идет оцифровка объемов. То есть все, что получили, все объемы, все расчеты, все данные, которые у нас есть, мы переводим в условный Excel, условную таблицу для обсчета. Дальше идет у нас обработка данных в специальном ПО. По сути, специальным ПО являются таблицы, которые связывают между собой данные о количестве человек, которые должны работать на проекте, с количеством зарплат, которые они должны получить, с объемами производства, которые будут выполняться, и также сколько все будет стоить поэлементно. Ну, то есть, по сути, у нас есть таблица с объемами. Да, есть таблица с объемами. И мы ее соединяем с реальными ценами. Есть реальные цены, которые актуальны на данный момент, данный месяц, то, что можно найти в продаже. Из этого всего получается сформированная, сведенная в единую систему смета, которую предоставляют уже заказчику.
Дальше давайте рассмотрим такую же блок-схему традиционного метода расчета, только это уже будет календарно-сетевого графика. Итак, чем же он будет в итоге отличаться? Мы берем 2D чертеж, рассчитываем объем, точно так же делаем кучу округлений, помарок, ошибок и тому подобного, оцифровываем объемы, обрабатываем данные в программном обеспечении вручную либо автоматизированно и получаем календарно-сетевой график. То есть, по сути, объединяет традиционные методы. Это то, что мы берем и вручную все считаем, что создает много погрешностей и ошибок. Итак, рассмотрим схему 4 и 5D технологии расчета. По сути, изначально у нас есть BIM-модель, то есть 3D-модель, которая содержит в себе всю необходимую информацию, а также все необходимые коды, которые мы заложили заранее. То есть фактически модель является базой данных? Да, по сути, модель является огромной базой данных, в которой указаны сразу все объемы и все необходимые параметры, которые нам дальше будут необходимы. После этого мы сразу получаем объемы и готовы обрабатывать данные в специальных программах. Вот. После чего мы достаточно быстро можем вывести смету и календарно-сетевой график. Выходит, что процесс идет следующим образом. Еще в процессе проектирования, да? У нас создается модель, которая постоянно может меняться, изменяться, редактироваться. Да, и за счет этого мы выигрываем как время, так и с финансовой точки зрения. То есть точность. Мы выигрываем в точности в первую очередь. Вот. И для повышения точности ручной расчет объемов, а также оцифровка объемов отправляются у нас в мусорное ведро. На свалку истории? Да, на свалку истории. Сейчас обсудим особенности и опыт работы с 5D-моделированием. Итак, нужно понимать, что нам важен объем, а не расположение элемента. Это означает, что при выведении объемов далее в сметные таблицы либо календарно-сетевые графики мы не будем понимать, стоит эта колонна на пересечении осей либо на 10 сантиметров левее. Да? Главное, чтобы она была точно смоделирована, были заданы правильные параметры и, самое важное, правильный код. Стоит также понимать, что координация элементов в моделях не критична. Предположим, если у вас есть несколько моделей, которые соединены между собой для удобства работы, то если объемы одной модели вырезают другую, вот это будет проблема. А если у вас просто пересекается, грубо говоря, бетонная стена с интерьерной стеной, это не будет проблемой. Необходима четкая классификация элементов. Каждый элемент должен иметь свой код, как мы ранее обсуждали, для того, чтобы устанавливать правильные взаимосвязи между участниками процесса рабочего. Если архитектор будет предоставлять объемы незакодированных элементов, либо если данные элементы будут смоделированы не тем, чем указано в коде. Предположим, у нас есть потолок, у которого есть определенный небольшой код, который не подразумевает типы крепления или составляющие. Один элемент не будет критично влиять на стоимость проекта, но сумма таких ошибок и недоработок может значительно увеличивать стоимость. И это касается каждого элемента в здании. Если немного резюмировать, то что мы получаем из того, что ты говоришь, что само по себе размещение на самом деле на этом этапе не столь важно, правильно? То есть я смогу расставить необходимое мне количество колонн, и пока там будут определять точное расположение, там будут влиять друг на друга, они там незначительно смещаться будут, тем не менее у меня уже есть объем, их количество, и я понимаю. Верно? Да, абсолютно верно. То есть ты можешь заранее уже понимать,
не то, где будут стоять эти колонны, да, а то, какой общий объем бетона тебе нужно залить, какое количество арматуры тебе нужно туда заложить. И заранее можешь планировать поставки данных материалов, где ты будешь их закупать, объявлять некоторые тендеры, предположим. Хорошо, но дальше у нас идет координация. Ты говоришь о том, что координация элементов не является критичной. Например, у меня есть колонна, да, ее пересекает труба системы пожаротушения. И они, клэшатся между собой. У них клэш, то есть коллизия, да, они пересекают друг друга. И ты говоришь, что координация не важна, но что если они, например, будут смещаться, да, и например, труба будет, им необходимо будет обойти колонну, да, понятно, что так как это напор, то они сместятся вправо, и, соответственно, это же повлияет на длину, возможно, трубы, на расположение детали. Да, конечно, но как показывает практика, когда мы берем здание общее, предположим, мы возьмем офисное здание, 10-этажное, стандартное, от общего количества труб вот этот один обход не будет иметь критического веса. То есть в целом ты будешь уже понимать, какое количество труб тебе в целом нужно заказать, но нюансы, то есть некоторые точные параметры у тебя уже будут немного позже, когда будет полностью сформирован проект. Все изменения в проект вносятся параллельно с тем, как изменяется сама модель. То есть с каждой новой ревизией, с каждым новым просмотром и обновлением модели у тебя будет более точные объемы, более точная смета и более точные графики. Вот. В итоге, чем ближе к концу проектирования, тем точнее у тебя будет объем данных. То есть изначально, да, мы настроили все объемы в том же Revit, все подготовили, да, они пересекаются, да, возможно, еще не четко понятно, где что там расположено, идет процесс проектирования, что-то меняют, добавляют узлы, но мы видим, что объемы меняются, и мы постоянно можем видеть, сколько теперь стоит проект, да, то есть... Да, также таким образом мы можем следить за изменениями объемов, то есть таким образом мы можем согласовывать между всеми участниками проекта стоимости, объемы и все данные. То есть у нас будет полное... То есть у нас будет четкая картина данных, грубо говоря, которая нам необходима для проекта. То есть это даже открывает перед нами некоторые возможности. То есть изначально у нас был проект, мы взяли его на работу для того, чтобы поработать, создали информационную модель, поработали, сделали там разные процессы VDC, да, то есть получили результат, и мы можем сравнить, сколько она стоила изначально, модель, да, и сколько она теперь стоит после всех изменений. Да, это дает нам такую возможность, то есть... Сравнения, как правило, такие сравнения всегда проводятся для того, чтобы в дальнейшем заказчик мог понимать, сколько от изначальной стоимости проекта до финального результата у него есть погрешность. Как правило, сметная документация учитывает такие погрешности и оговаривается, что из опыта работы будет такой-то процент погрешности, грубо говоря. Вот. И финалом, то, что ты сказал, это необходимая четкая классификация элементов. Здесь, в принципе, все понятно, да? Ты подробно об этом рассказал. Тут у нас глубина кода, вообще как взаимодействие, да, между всеми участниками. Здесь, в принципе, все понятно. Итак, давай перейдем дальше. Да. Итак, перейдем к обработке данных, когда у нас уже готова полностью модель. Существует в дальнейшем несколько вариантов обработки модели. Первый подразумевает подключение дополнительного программного обеспечения для выведения объемов и автоматического составления графиков и смет. Он требует дальнейшей проверки специалистам и размещения элементов в необходимом порядке. Сергей, о каком софте идет речь? Какой вообще софт применяется? Как он выглядит? Вообще, что это такое?
Да, используются программные комплексы, такие как Vika, предположим, или Assemble. В них, по сути, мы настраиваем для себя, что нам необходимо вывести, будь то объемы, либо какие-то еще данные. Мы просто подгружаем модель Revit в данные программные комплексы и получаем по своей сути готовый продукт. Вот. Также существуют программные комплексы, которые позволяют нам создавать четкие сетевые графики. Но опять же, это все необходимо после перепроверить и выстроить в нужном нам порядке. Второй способ – это вывод необходимых данных в таблицы. Можно использовать банально Google таблицы для того, чтобы работать параллельно с несколькими участниками процесса. По сути, способ очень простой и лаконичный. Сейчас перейдем в модель, и я покажу, как это сделать. Итак, у нас есть модель такая вот небольшая в Revit, небольшое здание. У нас есть достаточно большое количество колонн, ну и возьмем для примера их и вот эти вот плиты. Так, создадим, по сути, новую таблицу, возьмем структурные колонны, добавим в них основные параметры, которые будут интересовать нас при выводе. Как правило, мы выбираем для этого тип колонн. Также выберем их объем. Поскольку тут в данном здании есть как бетонные, так и стальные колонны, правильнее будет вывести объем, а также длину каждого из элементов. Так, далее. У нас создана такая вот таблица. Для каждой строки указан метраж кубический, а также длина. Если необходим вывод не в миллиметрах, а, предположим, в метрах, мы изменяем все эти параметры в вкладках Properties в Other. Вот. Тут можно добавлять фильтры, группировать, если вам это необходимо по какому-либо признаку. Если вам необходимо группировать по названиям, предположим, по выводу общих объемов, каких-либо общих значений, все это стоит сделать здесь. Давайте, предположим, выведем общий объем для данных колонн. Таким образом, у нас отфильтровались все колонны по объему и посчиталось как их количество, так и общий объем. Так, давайте также сбросим сейчас эти фильтры, они нам не нужны на данный момент. Добавим также объемы для плит. Тут они у нас будут как floors. Добавим для них типы, объемы и площадя. Непосредственно в вашем случае вы будете выводить то, что вам нужно. Все просто. Так, добавляем тип, добавляем объем, добавляем площадь. Окей. Вот у нас основные плиты выведены. В случае, если вам необходимо добавить какой-либо новый параметр, предположим, у вас есть деление по уровням, либо же есть деление по толщине. Также можно добавить несколько дополнительных строк, которые
помогут вам решить эту проблему, которые помогут вам правильнее вывести данный параметр. Итак, мы добавляем толщину плиты и предположим уровень расположения данной плиты. Так, тут мы видим четкое деление по толщинам и по уровням. Далее выводим данные таблицы на экспорт и создаем текстовый файл. Как правило, любая таблица, любое программное обеспечение поддерживает текстовые форматы. Итак, создаем удобную вам папку, автоматически будет называться по названию таблицы ваш текстовый файл. Мы сохраняем его. Аналогично поступаем с вторым файлом. Файл, экспорт. И как репорт выводим таблицу. В ту же папку можно ее сохранить. Далее то, что мы будем использовать, это будет обычная Google таблица, в которую можно подгрузить ваш уже созданный текстовый файл. Итак, во вкладке «Файл» открываем импорт. Тут можно импортировать из различных источников. В данный момент мы выбираем просто добавить новый файл, перетягиваем необходимый вам файл и подгружаем вашу таблицу. По сути, дальнейшее использование таблицы зависит от ваших договоренностей с заказчиком. То есть каждое новое подгружение будет создавать новую страницу в таблице, и при определенных настройках заказчик получает готовый продукт. Подгрузим вторую таблицу. Раз, два, три. Подгрузим вторую таблицу. Выбираем файл. Импорт. И таким же точно образом добавляем второй наш schedule. Создаем новый лист. Импортируем. Дальнейшее использование данной таблицы зависит от взаимосвязей с вашей командой. Далее в виде таких объемов передается сметчику, а также планово-техническому отделу все эти данные. Вот. Как правило, в данных отделах заранее настроены аналогичные таблицы, и за счет того, что у вас идентичная кодировка у каждого из элементов, достаточно быстро и легко можно обработать каждый из элементов и выдать готовый продукт в кратчайшие сроки. То есть мы получили, по сути, таблицу, да, со всеми данными по объемам, которые у нас есть. При необходимости мы все время их можем обновить, правильно? То есть у нас идет редактирование. И если мы добавим сюда вот стоимость, то, соответственно, мы получить можем и графики, и обсчет стоимости, и, в общем-то, при грамотном кодировании мы можем выводить постоянно смету онлайн, да, это может быть как база данных, а дальше уже полностью все в наших руках, правильно? Да, причем в дальнейшем, при дальнейших изменениях проекта достаточно всего лишь первый раз настроить все, чтобы это корректно работало, а при дальнейших изменениях в модели просто новая выгрузка и пересчет будет автоматическим.
Хорошо, спасибо большое. Итак, мы рассмотрели, в принципе, что такое вообще 5D, вот так очень даже так теоретически, да, поверхностно, но я думаю, что этого более чем достаточно для того, чтобы начать разбираться в этом вопросе, вообще понять, как это работает, как это взаимодействует. На этом все. Спасибо большое, Сергей. Спасибо, Игорь. Да, всем пока.